Друзья, привет! У меня отличное настроение, я испытываю некоторое волнение, небольшое возбуждение. Почему? Потому что мне написала одна из наших подписчиц и сказала, что «Саша, я тоже Диарс и хочу с вами встретиться». Поэтому прямо сейчас, специально для вас, беседа с нашей подписчицей из Алании. Ее зовут Асель. Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать в Аланию. Спасибо большое. А вы здесь живете, правильно? Нет, мы здесь отдыхаем. Я здесь училась в Турции, Ух ты. в Стамбуле, На кого? на юриста. Потом я уехала после учебы и приехала сюда. Несколько раз приезжала, уезжала, но в этот раз, когда мы приехали в марте, вот Алания, не знаю, нам очень понравилось. Тоже вот эта пандемия непонятная. Турки очень сильно расстроились, я вижу. Вот, я сегодня тоже общался с ребятами, которые занимаются здесь и каким-то бизнесом, и торговлей. И говорят, что там раньше было 2 магазина. Один в одной части города, другой в другой. Сейчас приходится, вот один закрыли, все перевезли в один. Да. Пытаемся перекредитоваться, чтобы как-то удержаться на плаву. И то, что вот сейчас вот этот локдаун случился, очень сильно, конечно, их выбило из колеи. Но они держатся. Видите, они даже, вот, если вы замечаете, они не жалуются на это. Они все равно спокойные, такие как-то более-менее жизнерадостные. Вот когда разговаривают, очень приятно с ними, да, очень вежливые люди. Люди не злые, они более такие доброжелательные. Тоже начал параллель даже проводить, что вот, допустим, у нас в Петербурге так все так сурово, мало Может, солнца. это из-за климата? Вот я тоже уже начинаю. Здесь просто много солнца. Да, люди много солнца, каждый хочется день, вот кайфовать, да? люди вот каждый день получают отдыхать, вот это солнечную батарею. Да, Заряжаются этим и отдают. Да, и отдают, да, друг Потому что другу. по-другому я не могу объяснить. Вот, этот феномен. да. Ну, не знаю, мне очень нравится здесь и климат, и люди. И все это ощущают, например, у мамы тоже, например, вот эти вот головные боли прошли, потом суставные боли, то есть вот давление. То есть люди это прям на себе все уже это уже ощущается. Значит, климат тоже хорошо влияет на здоровье. Именно на здоровье. Вот для пожилых людей, мне кажется, это очень идеальное место Алания. Я 15 лет жила в Стамбуле. Вот. Стамбул мне очень нравится. Но там, видите, постоянно там в движении люди. То есть такого спокойствия нету нигде. Я вот здесь нашла такое место. Вот именно Алания вот в этом плане очень подходит. Когда вы мне позвонили по телефону, вы сказали, что вы Диарс. Да. Давно вы стали Диарс? Я начала слушать Димаша до этого, конечно. Но тогда, знаете, он такой молодой. Ну, у нас же очень много молодых, талантливых людей. Очень много. Очень много. Я уже убедился. Вы уже в этом, да, вы каждый раз показываете наших молодых, очень талантливых людей. Я за это очень благодарна, конечно, что вы прям прониклись с этим, да, вот. Ну вот вы тоже для нас как родной человек, если честно сказать. Вот когда я вот посмотрела ваши видео, вы прям находитесь в Алании, показываете Кессель. Я думаю, неужели вы приехали? Неужели мы можем встретиться? Я даже не думала, что мы можем встретиться. Я думала, у вас, наверное, очень много планов. Будет у вас свободное время или нет. Для Диарс всегда найдется время. Спасибо. И вот в 2017 году, когда вот после первого выступления, вот СОС, я тоже вот случайно наткнулась на это видео. Один раз послушала, Димаш так спел, что прям мы влюбились в эту песню. И я, наверное, 100 раз прослушала после этого.
И каждый раз слушаю, и каждый раз новое ощущение, если честно сказать. И мне до сих пор нравится эта песня. После выступления Димаша вот в Китае я уже поняла, что я уже как Дирс, да, как фанатка уже Димаша, потому что я тоже никогда не была фанаткой, да. Ну так получилось, что после Димаша, мне кажется, это нереально. Сложно остаться Сложно остаться на стороне, да. Я всегда читаю, например, вот эти комментарии, как наши Дирс пишут, да, вот про Димаша. Мне очень приятно, что они вот по всему миру, да, незнакомые люди пишут такие теплые слова по адрес Димаша. Некоторые, ну, пожилые есть, например, Дирс, они как о своем ребенке беспокоятся за здоровье Димаша. Шапку одел. Чтобы он шапку одел, чтобы он не простудился. Мне тоже очень приятно, потому что я, например, с Актюбинска. Это родина Димаша, родной город. Актубе, Белый холм, да? Да, Белый холм в переводе. Потом я переехала в Алмату, и я всегда ждала, когда же Димаш приедет на концерт. Я узнала, что он может приехать, да? Слушайте, ну вот... Но это не точная информация. Не то чтобы не точно, вот мне, как человеку, мне как-то пока верится это с трудом. Но вот те люди, которые мне это говорят, они прям уверены, что он обязательно сюда приедет, потому что они делают, ну, все возможное для того, чтобы привлечь сюда внимание. Тем более, когда пандемия, то почему нет? То есть здесь и много фанатов очень Димаша, и поэтому... И самое главное, казахстанцы легко могут добраться сюда, в принципе, поэтому шансы есть. Надеюсь. А реакции смотрите? Все реакции, почти все реакции на Димаша, которые вот делают иностранцы, наши, которые ваши реакции мы смотрим. Нам очень нравится. И некоторые реакции мы по несколько раз смотрим. То есть каждый раз, когда смотришь, уже другие ощущения, уже понимаешь, что они хотят. Да, вот они же более такие, они же профессионалы же. И даже, например, до этого нам кажется, нравится музыка, но прям профессиональное мнение, да, вот специалистов нас так не интересовало, если честно. Но после Димаша мы уже начали смотреть вот эти музыкальные реакции. Нам было очень интересно вот именно у профессионала узнать, как поет наш Димаш, да, вот. Ну, сейчас мы уже уверены, что он прям номер один. Когда он поет русскую песню, я понимаю это всеми фибрами души. С английскими и казахскими песнями намного сложнее, потому что я не владею ни тем, ни другим языком. А вот мне интересно, насколько Димаш глубоко трогает душу именно казахстанцев, которые понимают, о чем поет песни, когда Димаш именно исполняет казахские песни. Как вам сказать, например, когда я слушаю казахские песни, даже знакомые казахские песни, в исполнении Димаша она по-другому звучит. И оно настолько вот прям до каждой клеточки доходит, и начинаешь вот как мурашки по теле, да, вот как иностранцы говорят, реально это вот прям ощущается, вот физически ты ощущаешь. И вот когда слушаешь Димаша, уже начинаешь по-другому воспринимать эту песню. Настолько вот душевное исполнение трогает нашу душу, реально, вот его, вот именно в его исполнении песни почему-то вот прям доходят до наших вот, сердец, если так сказать. Некоторые вот первый раз послушали Димаша, уже все, они уже становятся фанатами. Может, они сами не заметят, замечают, но по их вот движениям, состоянию души, вот все это меняется на глазах. Мы это уже замечаем, вот когда даже слушаешь. Даже, например, некоторые реакционеры делают реакцию на Димаша, смотришь как-то вроде так неуважительно, да, вот сидят не так, ну, ведут себя вот так вот, ну, как-то не так. Ну что там? После, вот, послушать Димашу, уже после этого уже они начинаются менять на глазах, уже уважительно говорят про Димаша, и уже они хотят уже вторую, другую песню послушать сразу же, да? Да. И знаете, вот когда даже слушаешь Димаша, вот эта песня тебя не отпускает. Даже иногда бывает, вот я вот после Самалтау неделю я не могла откатить, как будто вот в голове все еще звучит его песня, и вот ходишь, и вот это вот тебя не отпускает, хочется еще раз послушать. Ну, не знаю, потом вот настроение твое поднимается.
меняется вот отношение к людям. Уже, например, я Дирс встречаю, они мне уже как родные. Ну, не знаю, Димаш, мне кажется, очень многое поменял в людях. Вы как раз затронули тему пандемии, и у меня логично возник вопрос. Видели вы наши онлайн-концерты? Он как раз и родился как некая идея того, чтобы объединить людей, которые не могут в данный момент присутствовать, да, на концерте, на живом Димаш, в связи со сложившимися обстоятельствами. Но в то же время они могут услышать любимые песни в исполнении таких же Дирс, таких же фанатов и даже профессионалов-коучей. Если даже мы не можем вот вживую услышать Димаша, все равно вот, когда Дирс поет, они тоже поют от души. Мы это все это чувствуем, да, и мне очень приятно, например, мне очень приятно слушать, как поют иностранцы, именно иностранцы, эту песню, как бы спела эту песню сам Димаш, например, да, они вот точно так же вот прям полностью отдаются вот всей душой, и вот это все передается нам, вот эта вот энергия, вот это их вот это душевное состояние их, вот это все передается, даже через экран все это передается, и нам очень приятно. Например, я бы хотела продолжения этих концертов, потому что когда слушаешь Димаша, все равно даже самому хочется петь эти же песни, правильно? Да, самому хочется, да, подпевать. Даже мы на экраны, на эти не выходим, да? Все равно мы тоже вот поем песни Димаша, и от этого становится легче и хорошо. И даже вот эта пандемия, мне кажется, тоже переносится легче, чем именно нам Дирс, благодаря песням Димаша. А дальше, как вы поняли, пропал звук. В Алании это случается часто, так как аппаратура просто вырубается из-за жары. Я думаю, именно тепло, солнце, море и дружеская беседа с Асель позволили нам немного помечтать о будущем. О том, как было бы здорово встретиться всем Дирс вместе. Попеть песни Димаша, отдохнуть и повеселиться после долгого карантина. Мы даже пришли к выводам о том, что у такого мощного артиста, как Димаш, должен быть свой ежегодный фестиваль Дирс. А может быть даже и не один. Как вам такая идея? Пишите ваши мысли в комментариях. Если эта инициатива вам понравится, то мы начнем действовать незамедлительно. Алга!